Буквально недавно ICT выпустил ролик, в котором он объявил, что будет пользоваться в 2025 году моделью Venom. Сегодня мы разберем, что это такое, как это использовать, можно ли это использовать при соединении, можно ли с этим работать через стопы надежду разочарования и неужели точно Venom работает только на развороте. В конце я поделюсь некоторыми лайфхаками, чтобы улучшить эту модель. Первое, с чего мы начнем, это не с самой модели Venom. Мы начнем с того, из чего она состоит. Это непосредственно модель BPR. Что это обозначает? Это некий диапазон, который является имбалансом через имбаланс. Это когда на графике встречается несколько диапазонов, в которых находятся как раз имбалансы. И тот промежуточек, маленький промежуточек, который у нас остается, это и будет как раз BPR. Сбалансированный ценовой диапазон. Итак, как это выглядит на графике? В данном случае мы видим с вами нисходящее движение, вот эти три свечи, и мы можем с вами между вот этой черной и вот этой зеленой найти некий имбаланс. По сути, имбаланс на движении вниз у нас есть, то есть есть некое ускорение. Соответственно, дальше в рост у нас тоже есть маленький имбаланс. И если мы с вами протянем как раз от этого лоя, да, до, получается, вот этого хая и потянем вправо, мы видим некую зону, которая является общей для двух этих имбалансов. И именно вот эта зона между первым имбалансом и вторым, то, что их объединяет, это как раз и будет диапазон BPR. По сути, вся модель Venom состоит из этого диапазона. То есть ваша задача будет находить на графике вот этот вот сбалансированный ценовой диапазон и принимать решение о входе в сделку. Звучит очень просто, на самом деле это выглядит тоже очень просто, но есть некоторые подводные камни. Первое, с чего вам нужно начать, это определить sell-side и buy-side ликвидность на графике. Сверху у нас идет buy-side ликвидность, снизу у нас идет sell-side ликвидность. Это та сфера. И по теории, когда у нас цена приходит к нашему диапазону, цена снимает непосредственно одну из наших ликвидностей, после чего мы видим с вами данный сетап BPR, мы должны принимать решение о входе в сделку. Решение о входе в сделку довольно простое. Какое это решение? Наша задача поставить свой уровень входа лимитным ордером непосредственно над хаем BPR, стоп поставить за лой. Это будет наш риск на сделку. Тейк мы должны поставить либо на buy-side ликвидность, либо на ближайшую очевидную ликвидность. Да? То есть, по сути, 1 к 3, либо почти 1 к 4. И данная модель подразумевает, что цена, сделав наш BPR, сделает откат, заполнит незаполненный вот этот справедливый диапазон и после чего улетит вверх, что и происходит в данном примере. На самом деле очень хороший момент. В моменте мы сами рассматривали здесь сделки. Это хорошее движение вверх. По сути, данная сделка показывает именно продолжение движения. Подытожим данную модель. Наша с вами задача определить sell-side, buy-side ликвидность, исходя из правил, которыми определяет ICT. Это очевидная ликвидность сверху и снизу. Дальше наша задача дождаться движения либо вниз, либо вверх, снять ликвидность и при этом не просто ее снять, а снять данную ликвидность, сделав имбаланс при снижении, а также сделав имбаланс при движении вверх. И когда цена возвращается в зону BPR, наша с вами задача выставить позицию от хая BPR, стоп поставить за лой и тейк поставить на ближайшую ликвидность, либо на high buy-side ликвидность. Что же касается шортовых позиций, наша задача с вами точно так же найти имбаланс в восходящем движении и найти имбаланс в нисходящем движении. И именно пересечение этих двух имбалансов для нас будет зоной BPR. После того, как данное движение снимает buy-side ликвидность, наша с вами задача дождаться возврата к нашему BPR, открыть шортовую позицию, стоп поставить за high и take поставить либо на ближайшую ликвидность, либо на sell-side ликвидность и забрать свою прибыль. Обязательно добавлю данный сетап к себе в квизы в телеграм-канал. Если вы до сих пор не знаете, что в телеграм-канале практически каждый день выходит квиз на тему Smart Money, обязательно переходите, обязательно смотрите, обязательно участвуйте. Также после каждого квиза идет разбор, видеоразбор с объяснением всех ошибок.
Казалось бы, модель проста, казалось бы, бери, применяй. Там на том же золоте можно тоже найти такую же модель. Как раз вот у нас идет некое накопление, некий диапазон, то есть это работает и на старших таймфреймах, на младших. Вот у нас минутный таймфрейм, вот у нас есть некое накопление. У нас Франкфурт, Лондон начинают нисходящее движение, снимают локальную ликвидность на одноминутном таймфрейме. На минутках вы тоже, кстати, там найдете точку входа, но вот первое, что мне попалось в глаза, это вот эта вот ликвидность на непосредственно данном диапазоне. Снимают данное движение, получаем тоже с вами BPR. Давайте так, найдите буквально несколько секунд вам, где у нас здесь BPR. Пока вы думаете, ну, вы должны уже были подумать. У нас есть имбаланс в данном движении, и если, по сути, я просто протягиваю вправо, нет, это не право, вообще-то это лево, да? Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Соответственно, когда мы протягиваем влево, мы видим, что здесь тоже есть имбаланс, и прекрасно понимаем, что если бы мы в данном диапазоне получили здесь точку входа, стоп поставили сюда и тейк вытянули аж, на самом деле здесь можно было, конечно, получить ого-го какой риск-прибыль, поставить тейк вот сюда на хай данной ликвидности, мы получаем с вами выход из данного диапазона и take profit. Да, где-то вот здесь вот на Лондоне мы как раз приходим. Да, 1 к 13. Почему бы нет? Но вы же понимаете, что был бы я не я, если бы я вам просто сказал, ну, давай искать разворот. Технически в своей практике я тоже в неком роде использую данную модель. Да, на самом деле я даже не знал, что это модель Venom. Периодически я для себя данную концепцию использую, однако что для себя я вижу? Вот смотрите, предыдущий пример, который я вам показал по евро, да, это как раз наше движение, наше снижение, которое было 4 марта на евро. Евро находился в супер восходящем тренде, у нас начиналось супер-супер крутое движение вверх, которое просто не оставляло за собой никаких шансов вообще никому. И что сделала цена? Цена, сняв некую ликвидность по левую сторону, да, делает ребалансировку нашего движения. И вот это движение вниз, оно и есть некая надежда. Почему оно является надеждой? Оно является надеждой по той причине, что люди, которые хотели здесь шортить, они получили некое удовлетворение, надежду, что вот сейчас мы спустимся вниз. Кстати, в обратную сторону есть BPR? Давайте попробуем найти. Так, на 5 минутах. Вы же понимаете, что люди будут искать, ну, то есть на разных таймфреймах. То, что я вам сказал, что это на 5 минутках, на минутке, мало кого вообще волнует. По сути, они приходят, о, прикольно, есть BPR, прекрасно, красота. Давайте найдите сами BPR, видите вы его или нет. Пару секунд. Так, и я его рисую. То есть я вижу вот здесь имбаланс раз, я вижу его имбаланс 2. Я счастливый, довольный, по логике должен войти в этот BPR, да, то есть и получить здесь позицию. Но вы же понимаете, что и BPR можно и здесь найти, да, и вот здесь будет стоп. То есть про стопы-то мало кто говорит, а стоп будет, вот он, вот вам, пожалуйста, стоп через BPR. Код, успех. Найдем здесь имбаланс, или я поспешил, наверное, нет, не поспешил, почему? Вот это же имбаланс по сети, я уже, профдеформация, я уже свои имбалансы только вижу, да, то есть вот ваша позиция, вот ваш стоп. И таких стопов, на самом деле, против тренда, да, то есть человек, который входит в данную систему против тренда, он получает огромное количество. BPR есть здесь, вот у вас огромное количество, тут можете придумать сами себе. Да, я уверен, вот тут тоже найдете BPR. В общем, если вы будете работать просто от балды с этим BPR и с моделью Venom, у вас получится все не очень хорошо. То есть, да, ладно, вы мне скажете, Артем, но это же не модель Venom вот здесь. Вот вы сняли ликвидность, вот у вас начинается движение вниз, вот вы получаете данное движение, получаете стоп. Если нет, вошли вот здесь, ну, согласитесь, вы же войдете в позицию, вы войдете, по сути, давайте приблизим. Вот ваш первый имбаланс. Вот здесь вы и войдете. Сейчас я его нарисую. Ну и признайтесь честно, кто из вас поставит тейк 1 к 1,8? Навряд ли кто-то поставит. Вы же поставите 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4. Вот здесь вот маленький, такой вот очень-очень-очень красивый BPR, он есть, да? То есть имбаланс через имбаланс. Да, он есть выше, но вы же будете ждать первый, и если здесь цена не войдет, то вы решите войти ниже, да, и вы же здесь тоже придумаете себе BPR, скажете, что это тоже модель. Вот тут вот есть имбаланс через имбаланс, и вы скажете, о, нет, я тогда войду вот так и поставлю свой стоп сюда. Ну, и я думаю, если вы смотрите мой давно канал, вы понимаете, что это путь в никуда. То есть, по сути, данная модель на дистанции будет не работать. Что нужно с этим делать? Весь мой спич, который идет на моем канале, огромнейшее количество видео, постоянные мои утренние разборы говорят о том, что будь любезен, торгуй по тренду, не пытайся поймать разворот, не нужно этого делать. Если к этому хорошо, правильно подойти, то получается довольно неплохие прибыли. Соответственно, если мы будем использовать данную модель только по тренду,
только при определенном движении, то есть надежде, при снижении цены вниз, при снятии некой ликвидности по левую сторону, мы очень сильно с вами увеличим свои шансы на take profit. Даже по золоту, смотрите, вот эта позиция, почему я ее вам показал? Потому что все просто, эта позиция идет по тренду. У нас заканчивается надежда, мы снимаем локальную ликвидность, и мы имеем право здесь войти. При этом, смотрите, вы же можете не только искать саму позицию как BPR и входить в нее в самом-самом низу. Вы же, понимая, что тренд начинается восходящий, можете присоединяться дальше. Да, кто-то будет входить непосредственно вот с таким стопом, да, то есть кто-то поставит стоп пониже, кто-то поставит стоп, ну, например, за ближайшую ликвидность. Возможно, иногда вас цена из-за этого будет выбивать. Пожалуйста, тестируйте, но не ищите развороты рынка через BPR. Да, рано или поздно вы поймаете разворот через BPR, и вы счастливые, довольные скажете. Ну, например, кстати, вот здесь через гэп, то есть BPR, он идет и через гэп, да, то есть можно не только имбаланс смотреть, но и само расстояние. Здесь имбаланс плюс гэп, это и будет разворотом, но смотрите, вы скажете, ну, Артем, ну здесь же отработало. Есть проблема. Если вы посмотрите утренний разбор за 3 марта и кстати, за 28 февраля в том числе, вы увидите, что здесь закончилась надежда на 4 часах. И мы про это с вами говорили. На утреннем разборе мы как раз говорили про то, что здесь заканчивается надежда. И да, именно здесь оно отработало. Но есть проблема. До этого оно не отрабатывало. И вы на графике сейчас, делая куча тестов, я надеюсь, вы сделаете куча бэк-тестов, да, вы найдете места, где вас, ну, рынок точно бы наказал. Ну, вот, например, вот здесь, да. То есть, если здесь BPR, давайте вопрос вам на засыпку. Сколько здесь BPR-ов у нас было? Та-та-там. Ваш ответ. Вот здесь вот он счастливый, довольный, вот здесь вот он у нас один. И казалось бы, вот входи, вот у тебя красивая модель, а это стоп. Это стоп. Вот здесь тоже стоп. И таких стопов на самом деле по дороге можно найти очень-очень много. Было ли такое по золоту? Конечно же было. Но, работая по тренду, снимая ликвидность по тренду, по-моему, вот здесь тоже есть BPR, сейчас мы посмотрим. Снимая ликвидность по тренду, вы счастливые, довольные будете непосредственно получать свои тейки, да, то есть вот здесь вот у нас начинается с вами имбаланс, здесь, правда, чуть-чуть корявое движение, то есть в моменте вот так, там есть пересечение, да, то есть вот здесь вот чуть-чуть не дошло до этого движения, поэтому здесь, ну, навряд ли бы прям сразу вошли в позицию, возможно, бы пришлось потом вдогонку работать, но тоже разворот, то есть по тренду, да, самый главный момент, самый главный лайфхак, который вам поможет. Если же вы будете торговать против тренда, торгуете вы по веному, торгуете вы, я не знаю почему, скорее всего, вы все сольете. И вы будете правы. Почему? Потому что рынку нужна ликвидность. Обязательно поделитесь комментариями, как вам данная стратегия. Пойдете ли вы к ICT на учебу в 2025 году, либо вы возьмете мысли из этого видео, объедините их с надеждой и счастливые, довольные будете торговать по тренду. Жду обязательно вашу обратную связь. На этом все. Всем хорошего дня. Отключаюсь. Пока.